Мы сейчас находимся в сердце России. Это Ярославская область. Берег реки Волги между Угличем и Мышкиным. Именно это место выбрал для своего монастыря преподобный Кассиан Грек в далеком 15 веке. Сейчас я стою на куче битого кирпича, оставшегося от соборной Успенской церкви. Березы выросли на месте взорванной в 1937-м церкви Рождества Иоанна Предтечи. Кусты на берегу надвратной колокольни. Преподобный Кассиан в миру был греческим князем, родственником греческих императоров. После падения Византийской империи, захвата Константинополя турками перебрался во владение Фомы Палеолога на полуостров Пелопоннес, а затем оттуда вместе с семейством Фомы в Рим. А далее в 1472 году Иван Васильевич III женился на дочери Фомы Зое, более известной как Софья Палеолог в России. И вот в ее свите в Москву прибыл князь Константин, родственник Софьи. Отказался служить при дворе князя Ивана Васильевича III, принял постриг и, став монахом Кассианом, отправился во владение брата Ивана III, угличского князя Андрея, на землях которого и основал монастырь, стоявший здесь. Когда Кассиан прибыл на то место, здесь все выглядело, конечно, по-другому. Волга была маленькая, ее переходили вброд в сухое время года, но в 40-е годы стало заполняться Рыбинское водохранилище. И появился этот залив, затопив дорогу, идущую к храму. На планах 20-х годов она проходила где-то вот здесь. Люди из Подмонастырской слободы, из окрестных деревень ходили в монастырь, а затем после его закрытия на могилу святого преподобного Кассиана. Затем им приходилось плавать на лодках. Ну а затем деревни опустели. Во многом, чтобы поддержать память о Кассиане, ведь главный престольный праздник здесь был Кассианова память, мы начали создавать вот тот музей, который был открыт в 1999 году. Музей, рассказывающий о Кассиане и о людях, чтущих его память до сих пор, о людях, простых людях, которые жили в деревне и которых тоже сейчас уже не осталось. Когда-то на этом месте был рыбпункт колхоза рыболовецкого «Красная Учма». Перевезли сюда вот эти все постройки, которые вокруг нас, из разных окружающих нас селений. Они стали к тому времени не нужны, потому что колхоз развалился, деревни обезлюдили. И в этих постаревших амбарах конца 19-го, начала 20 века сложилась наша экспозиция. Экспозиция о людях с их непростыми судьбами, о судьбе русской деревни. Мы создавали этот музей для того, чтобы не прерывалась память поколений, чтобы люди помнили, что здесь было, потому что из тех, кто жил в деревне в разные годы, не осталось никого. Эти графические работы созданы для нас художником Александром Калугиным. На них он показал путь преподобного Кассиана. Сам Кассиан был из рода князей мангубских, родственник греческих императоров. Родился в 1427 году в Мангупе. Образование получил в Константинополе. Затем перебрался на полуостров Пелопоннес после падения Константинополя и через Корфу в Италию. Затем в свите Софьи Палеолог прибыл в Москву, отказался от градов и весей, которые предлагал ему великий князь Иван Васильевич III,
стал боярином ростовского владыки Иосафа, затем из Ростова удалился в Ферапонтов монастырь, там принял постриг, и здесь, вот, в Угличском княжестве, в Учме, основал монастырь. На этом стенде вещи из тех мест, где бывал князь Константин. Они несовременные ему, большинство из них. Это вот амфора из Греции, четки с полуострова Пелопоннес, наконечники копий из Северного Причерноморья, крест православный Учимский, крест католический из Рима, пряники из Нюрнберга, украшения византийские, кирпичи из Ферапонтова, с пола собора Рождества Пресвятой Богородицы, который Кассиан увидел перед постригом в своем видении. А эти вещи Волга вымывает уже сейчас, после разрушения храма, строительства водохранилища. То, что мы находим там на берегу, на песке, здесь они у нас также и положены на песочек в этой витрине. Но вот в таком виде храмы дошли до 20 века. После закрытия в 1935 году в них устроили один из лагерей Волголага, Волгострой НКВД, жили заключенные, ну и постепенно стали их разрушать. Перед вами решетка от взорванного храма. Она от взрыва согнулась напополам, была засыпана землей. Потом через много лет через нее проросли березы и начали поднимать, разгибать ее, вытаскивать из земли, напоминая нам о том, что здесь было. Но основными хранителями памяти, конечно, являются люди. Именно о них мы и хотели рассказать в нашем музее. В этом амбаре собраны вещи, которые хранят тепло людей. Их принесли сюда местные жители. Они стали уже никому не нужны. Ну и некоторые стали уже арт-объектами, предметами искусства. На стенах этого амбара висит много фотографий из семейных альбомов. Записаны голоса людей. И приходящие в наш музей посетители часто узнают свои родные места. И мы поняли, что этот музей посвящен не только нашей деревне. Также люди жили во всей России. Еще у нас здесь записаны голоса, воспоминания, в основном старушек, всю жизнь проработавших в здешнем колхозе, которые говорят, что несмотря на то, что было тяжело, все-таки весело и хорошо жили. Нужно ходить, пока ноги ходят. Надеяться не на кого, надеяться нужно только на самого себя. Еще говорят о том, что они не унывают. Я первое то время буронила лошадям, парным лошадям, 4 буроны и пара лошадей. Лошадей давали, которые похуже всегда. Вот Ерзон-то лодырь был. Витя покойничек жив был, ветеринаром работал. Я говорю, Витя, чего-то у меня Ерзон храмлет. Он все проглядел и говорит, да ты знаешь ли, духа чего? Он лентяй, он представляется. А все равно план выполнила. Здесь при помощи простых деревенских вещей мы попытались показать, как жила русская деревня. Посетители музея у нас могут примерить наряды простые, полузгать семечки, окунуться в ту жизнь, которая прошла и которая не будет уже никогда. Большинство вспоминает свое детство, проведенные годы у бабушки. Другие вспоминают тяжелый труд, к которому не хотят возвращаться. Для всех это воспоминание той эпохи, которая ушла. Одни жалеют
другие рады, что этого никогда не повторится. Ну, конечно, это за всем стоит среди всех этих реформ, катастроф, гибель русской деревни. Поэтому эмоции у всех разные. Но мы стараемся сказать людям, что они поняли, что не только жизнь сейчас, жизнь была и до нас, и после нас будут жить так же. И мы когда-то уйдем, но что все это вечно. Во все времена художники вдохновляются тем, что они видят вокруг, окружающий их мир. И очень приятно, что в этом году к нам приехал художник из Австрии Бенджамин Айхорн и прожил несколько дней в Учме, и в результате сделал композицию, которая очень гармонично вписалась в нашу экспозицию. Вот такие виллы. Благодаря другому художнику, Леониду Тишкову, у нас в экспозиции появились коврики, металлические коврики, бронзовые. Они очень похожи на те коврики, которые были у моей бабушки, но они жесткие и тяжелые. В нашем музее мы пытаемся сохранить память о деревне. И когда появляются люди, делающие арт-объекты из тех предметов, которыми пользовались наши предки, тема эта не умирает, она остается вечной.